Представьте себе абсолютно безжизненное пространство пустыни Атакама. Здесь, среди раскаленных песков Чили, археологи обнаружили то, что навсегда перечеркнуло учебники истории. В глубоком слое почвы лежало тело ребенка, бережно подготовленное к вечности. Его кожа была снята, кости укреплены деревянными палками, а плоть заменена растительным волокном и глиной. Но самое пугающее в этой находке – ее возраст. Когда в долине Нила еще даже не задумывались о строительстве первой пирамиды, когда великие цивилизации Шумера и Китая были лишь отдаленным будущим, эти люди уже владели сложнейшими технологиями бальзамирования. Радиоуглеродный анализ показал невероятную цифру – 7000 лет до нашей эры. Это означает, что первая искусственная мумия на планете была создана на 5, а по некоторым данным и на 8000 лет раньше самых древних египетских образцов. Мы привыкли считать Египет колыбелью культа бессмертия, но факты говорят об обратном. Тайна вечной жизни была открыта в глубоком каменном веке, за тысячи километров от великих рек и городов. Почему мы до сих пор считаем Египет первооткрывателем мумификации? Если вы откроете любое классическое пособие по истории, вам скажут, что сложные погребальные обряды – это признак высокоразвитого государства, продукт избытка ресурсов, наличия касты жрецов и глубоких анатомических знаний. Нам твердят, что человечество шло к этому тысячелетиями, постепенно усложняя культуру от простого к сложному. Прежде чем мы начнем, напишите в комментариях, из какой точки мира вы присоединились к нашему расследованию. Мы начинаем. Но находки культуры Чинчора на побережье Южной Америки полностью разбивают эту линейную логику. Эти люди были простыми рыболовами и собирателями. У них не было городов, не было письменности, не было золотых корон и величественных храмов. Они жили в простых хижинах из тростника. Однако их методы сохранения тел по сложности и трудоемкости превосходят все, что делали египтяне в эпоху Древнего Царства. Зачем обществу, которое едва справлялось с вопросами выживания, тратить колоссальные усилия на создание искусственных людей из плоти и глины? И самый главный вопрос – откуда у людей каменного века взялись такие глубокие познания в химии и анатомии? Ведь для того, чтобы тело не превратилось в прах за десятилетия, недостаточно просто засыпать его солью. Нужно понимать процессы гниения, свойства различных минералов и масел. Официальная наука долгое время пыталась игнорировать эти находки, списывая их на локальную аномалию. Но когда аналогичные следы стали находить в других частях света, от Португалии до пещер Северной Америки и песков Сахарова, стало ясно – мы имеем дело с глобальным феноменом, который не вписывается в общепринятую картину мира. Существовала ли в глубокой древности единая традиция, связывавшая континенты? Или же наши предки были гораздо умнее и технологичнее, чем нам пытаются представить? Сегодня мы отправимся в путешествие по времени, чтобы найти ответы. Я покажу вам факты, которые замалчиваются, и находки, которые официально признаны, но до сих пор не объяснены. Приготовьтесь, потому что история человечества гораздо старше и сложнее, чем нас учили в школе. И сейчас вы поймете, почему официальная версия вызывает столько сомнений. Для начала давайте разберемся, что именно нам говорит академическая наука о происхождении искусства мумификации. Если вы откроете любой учебник по египтологии или классической археологии, вы увидите стройную и, на первый взгляд, логичную теорию. Официальная версия гласит, сохранение тел – это результат длительной социальной и религиозной эволюции, которая возможна только в условиях развитого государственного строя. Согласно мнению большинства ученых, таких как знаменитый британский археолог сэр Флиндерс Петри или современный эксперт в области мумификации доктор Салима Икрам, все началось в долине Нила примерно 5500 лет назад. Логика здесь простая. Вначале была так называемая естественная мумификация. В додинастический период, то есть примерно за 3500 лет до нашей эры, египтяне хоронили своих умерших в неглубоких ямах в сухом и горячем песке пустыни. Жара и отсутствие влаги буквально вытягивали воду из тканей, предотвращая гниение.
Примером такой естественной консервации является знаменитая мумия из Британского музея, известная под прозвищем «Рыжий», возраст которой оценивается примерно в 5400 лет. Ученые утверждают, что древние египтяне, наблюдая за тем, как тела в песке не разлагаются, со временем решили воссоздать этот процесс искусственно, чтобы обеспечить душе вечную обитель. Постепенно обряды усложнялись. Сначала тело просто обматывали полосками льна, смоченными в смоле. Затем уже в эпоху Древнего Царства, примерно 4500 лет назад, жрецы начали извлекать внутренние органы и использовать натрон, природную смесь соды и соли, которую добывали в Вади-Натрун. Официальная хронология четко привязывает появление мумий к возникновению иерархии, письменности и архитектуры. Считается, что для такого процесса необходимы колоссальные ресурсы. Квалифицированные бальзамировщики, знания химии реагентов, доступ к редким смолам и маслам, которые везли из Ливана или стран Пунта. По сути, классическая наука убеждает нас в том, что мумификация – это элитарная технология, венец развития цивилизации Бронзового века. В учебниках вы прочтете, что до этого момента человечество находилось в состоянии первобытной дикости, где не было места столь сложным концепциям бессмертия. Главный аргумент академиков звучит так. Чтобы тратить столько времени на мертвое тело, живые должны иметь огромный избыток пищи и свободного времени. Охотники и собиратели каменного века, по их мнению, были слишком заняты выживанием, чтобы создавать сложные лаборатории по бальзамированию. Даты в официальной истории расставлены очень аккуратно. Первые попытки искусственной мумификации в Египте датируются 35 веком до нашей эры. Расцвет технологии – времена Нового Царства, то есть 3300 лет назад, когда были созданы великие мумии Рамсеса II и Тутанхамона. В других частях света, например, в Китае или в империи инков, появление мумий датируется еще более поздними периодами, не ранее 2000 лет до нашей эры. Эта картина мира выглядит очень удобной и правильной. Она поддерживает идею о том, что человек медленно и мучительно выбирался из тьмы невежества к свету прогресса. Но именно здесь, в этой аккуратно выстроенной хронологии, и кроется огромная брешь. Официальная наука долгое время предпочитала не замечать находки, которые не вписывались в эту схему. Ведь если мы найдем доказательства того, что люди каменного века владели технологиями бальзамирования за тысячи лет до первых фараонов, то вся теория линейного прогресса рассыплется как карточный домик. И вот здесь мы подходим к самому главному противоречию. Пока египтологи спорили о нюансах использования натрона при IV династии, на другом конце планеты, в Южной Америке, из песка начали выходить артефакты, которые повергли научное сообщество в шок. Оказалось, что пока предки строителей пирамид еще охотились с каменными наконечниками в лесах Европы, на побережье Тихого океана уже процветала культура, которая превратила смерть в настоящее индустриальное искусство. Но это еще не все. Первый серьезный удар по стройной академической теории был нанесен более 100 лет назад, но его последствия научное сообщество пыталось переварить десятилетиями. Все началось в 1917 году, когда немецкий археолог Макс Уле, работавший на побережье Чили в районе города Арика, обнаружил странные захоронения. Уле был профессионалом старой закалки, он ожидал увидеть типичные для этого региона инкские или доинкские погребения. Но то, что он извлек из песков пустыни Атакама, не походило ни на что известное ранее. Это были тела, которые прошли через невероятно сложную процедуру трансформации. Они не просто высохли под солнцем, их буквально пересобрали заново. Уля назвал их Абуэлос – предки, но истинный масштаб открытия стал понятен гораздо позже, когда в игру вступили методы радиоуглеродного датирования. Официально эта культура получила название Чинчоро по имени пляжа, где были найдены первые образцы. Давайте на мгновение остановимся на датах, потому что именно здесь скрыта главная сенсация. Долгое время считалось, что возраст этих находок не превышает 3000 лет. Однако в 80-х годах 20 века при строительстве водопровода у подножия холма Эль-Морро рабочие наткнулись на целое кладбище Чинчорро. Археолог Бернардо Ариаса, посвятивший жизнь изучению этого феномена, провел тщательный анализ.
Результаты были ошеломляющими. Возраст самых древних искусственно мумифицированных тел составил 7020 лет до нашей эры. Только вдумайтесь в эту цифру – 7000 лет до нашей эры. В это время в Месопотамии только-только начинают появляться первые постоянные поселения земледельцев. В Британии еще даже не задумывались о Стоунхендже, до него еще 4000 лет. В Египте по берегам Нила бродят разрозненные племена, которые даже не умеют обжигать глину. А в это же самое время на побережье современной Чили люди уже проводят сложнейшие хирургические операции по сохранению тел. Технология черных мумий самого раннего и сложного типа поражает своей детализацией. Это не было просто бальзамирование. Это была полная реконструкция человека. Исследования показали, что мастера Чинчоро сначала полностью снимали кожу с покойного. Затем они извлекали все мягкие ткани, оставляя только скелет. Но и скелет они не оставляли в покое. Кости укреплялись продольными деревянными палками, чтобы придать конструкции жесткость. Позвоночник, конечности – все это связывалось растительными волокнами. Затем внутреннюю полость заполняли специально подготовленной смесью из пепла, травы, перьев птиц и глины. Самое невероятное происходило на финальном этапе. На этот каркас надевали обратно кожу, которую часто дополняли кожей морских львов, если человеческой не хватало. Лицо покрывали слоем темной марганцевой глины, создавая маску, на которой тщательно вылепливали глаза и рот. На голову надевали парик из человеческих волос. Зачем? Зачем простым рыбакам, которые использовали костяные крючки и не знали металла, тратить недели на создание такой сложной статуи из мертвеца? Официальная археология говорит, что это был способ справиться с горем или культ предков. Но посмотрите на технологию, она требует глубочайшего знания анатомии. Чтобы разобрать тело на составляющие и собрать его так, чтобы оно сохраняло форму тысячи лет, нужно понимать, как работают суставы, как крепятся мышцы, как предотвратить гниение внутри закрытой полости. Бернардо Ариаса в своих работах подчеркивает, что это не было случайным открытием. Это была сложившаяся, отточенная веками традиция. Причем, в отличие от египтян, которые мумифицировали только элиту, Чинчоро подвергали этой процедуре всех – мужчин, женщин и, что самое странное, огромное количество младенцев и даже эмбрионов. Складывается впечатление, что они пытались остановить время для каждого члена своего общества. Но вот что самое интересное. Марганец для черных масок и специфические глины доставлялись из мест, находящихся за десятки и сотни километров от побережья. Это означает, что простые дикари имели налаженные торговые связи и четкую логистику ради одной единственной цели – сохранения мертвых. Если мы признаем, что Чинчоро начали мумифицировать своих близких на 5000 лет раньше египтян, то вся наша концепция – колыбели цивилизации на Ближнем Востоке начинает трещать по швам. Мы видим, что сложнейшие интеллектуальные и технологические прорывы совершались в глубоком каменном веке людьми, которых мы привыкли считать примитивными. И возникает резонный вопрос. Если такая сложная технология появилась 7000 лет назад в Чили, могла ли она существовать где-то еще? Не является ли Атакама лишь верхушкой айсберга, которая сохранилась только благодаря уникальному климату пустыни? Ведь если бы такие мумии были созданы в Европе или Азии, влага уничтожила бы их за несколько веков. И вот здесь начинается самое странное. Мы начали находить следы подобных практик в местах, которые, казалось бы, никак не связаны с Южной Америкой. И эти следы ведут нас к еще более древним и загадочным пластам истории. Когда мы смотрим на мумии Чинчоро, легко поддаться искушению и назвать это изолированным чудом. Удобно думать, что в одном конкретном месте, в силу уникальных обстоятельств, кучка рыбаков вдруг стала гениями анатомии. Но стоит нам расширить географию поиска, как картина становится по-настоящему пугающей для официальной хронологии. Мы начинаем видеть закономерность, которую невозможно объяснить простым совпадением. Оказывается, технология искусственного сохранения тел вспыхивала в разных точках планеты в глубоком каменном веке, словно искры одного и того же костра, о котором историки предпочли забыть.
Давайте перенесемся на другой континент, в Африку, но не в привычную нам долину Нила, а в самое сердце суровой Сахары, на территорию современной Ливии. Здесь, в горном массиве Акакус, находится скальное укрытие под названием Уан-Мухугиаг. В 1958 году итальянский исследователь Фабрицио Мори обнаружил здесь находку, которая должна была перевернуть египтологию, но вместо этого десятилетиями пылилась в архивах, потому что слишком неудобно ложилась в теорию. Он нашел мумию маленького ребенка, завернутую в шкуру антилопы. Исследования показали, что это была неестественная консервация. Внутренние органы ребенка были извлечены через разрезы в брюшной полости и заменены органическим материалом, сухой травой, которая действовала как консервант. Тело было обработано особым составом, который предотвращал гниение. Но самое главное – это возраст. Радиоуглеродный анализ выдал дату – 5500 лет назад. Вдумайтесь, эта мумия, официально признанная наукой, как минимум на 1000 лет старше первых попыток искусственного бальзамирования в Египте. Более того, технология, использованная в Сахаре, была гораздо более зрелой и сложной, чем ранние египетские эксперименты. Это означает, что когда египтяне только начинали заворачивать тела в смоляные бинты, в глубине Сахары уже существовала полноценная школа бальзамирования. Почему об этом не пишут в школьных учебниках? Потому что тогда придется признать, что колыбель технологий находилась не там, где мы привыкли считать, а сам процесс мумификации не был изобретен египтянами с нуля. Но это только начало нашего путешествия по следам забытых мастеров. Теперь давайте переместимся в Европу, а именно в Португалию. Долгое время считалось, что в мезолите, то есть 8-9 тысяч лет назад, европейцы были дикими охотниками, едва способными на сложные ритуалы. Однако в 2022 году группа археологов во главе с Ритой Пейротео Стирной опубликовала сенсационное исследование останков из долины Садо, анализируя фотографии и схемы захоронений, сделанные еще в 60-х годах. Ученые применили методы археотанатологии. Это изучение того, как тело разлагается в могиле. Они заметили нечто странное. Суставы скелетов оставались в анатомически правильном положении, которое невозможно сохранить при обычном гниении в земле. Тела были плотно связаны, колени притянуты к груди. Исследователи пришли к выводу, что тела подвергались предварительной сушке или копчению перед захоронением. Возраст этих протомумий – 8000 лет. Это древнее, чем Чинчорро, и почти на 5000 лет древнее Египта. Получается, что жители Древней Европы владели техниками консервации плоти еще тогда, когда по континенту бродили последние мамонты. Третий пример переносит нас через океан, в Северную Америку, в штат Невада. В 1940 году в пещере Духа была найдена мумия мужчины, известная как мумия пещеры Духа. Он лежал на циновке из камыша, обутый в мокасины из кожи, и его тело сохранилось настолько хорошо, что ученые смогли изучить даже его последнюю трапезу. Когда в 90-х годах провели современное датирование, результат шокировал всех – 9400 лет назад. Этот человек жил почти за 10 тысяч лет до нас. Опять же, официальная наука долго пыталась доказать, что это просто сухой климат пещеры. Но посмотрите на детали. Сложное плетение тканей, особый способ укладки тела, использование определенных минеральных красителей, таких как охра, которая обладает антисептическими свойствами. Это не было случайностью. Это был осознанный акт сохранения идентичности человека после смерти. Что мы видим, объединяя эти три точки – Ливию, Португалию и Неваду? Мы видим, что в период от 10 до 5000 лет назад по всей планете существовал культ сохранения тел. И везде мы находим схожие черты – использование природных консервантов, травы, смол, минералов, глубокое знание того, как замедлить тлен, и поразительную сложность обрядов. Почему ученые упорно называют это независимым развитием? Представьте, что в разных концах мира люди одновременно начинают собирать смартфоны, не имея связи друг с другом. Насколько это вероятно? Вероятнее другое.
Существовал некий единый исток знаний, или же уровень развития человечества в каменном веке был неизмеримо выше, чем нам малюют официальные историки. Эти люди не были примитивными, они обладали технологиями, которые позволяли им бросать вызов самому времени. И если мы копнем еще глубже, мы найдем доказательство, которое окончательно разрушает миф о случайности этих находок. Есть нечто, что объединяет мумии Чили и мумии Египта, несмотря на тысячи километров океана между ними. Нечто, что заставляет задуматься о существовании глобальной цивилизации в глубокой древности. Мы с вами обсудили географию и возраст, но сейчас я хочу представить вам доказательство, которое бьет не по датам, а по самой логике изолированности древних культур. Это тот самый случай, когда химия и биология говорят громче, чем любые теоретические выкладки историков. Если первые два доказательства заставляли нас задуматься о времени, то это заставит нас пересмотреть само пространство и границы древнего мира. Об этом факте крайне неохотно упоминают в классических университетских курсах, потому что он открывает дверь в реальность, которую официальная наука считает невозможной. В 1992 году немецкий токсиколог доктор Светлана Балабанова проводила рутинное исследование останков египетской жрицы по имени Хенут Тауи, жившей во времена 21-й династии. Это примерно 3000 лет назад. Балабанова не искала сенсаций, она проверяла содержание наркотических и лекарственных веществ в тканях древних людей. Но результаты тестов заставили ее перепроверить оборудование несколько раз. В волосах, коже и костях египетской жрицы были обнаружены значительные следы кокаина и никотина. Вы спросите, и что же здесь такого странного? А странность заключается в том, что в 1992 году любой школьник знал, растения коки и табака произрастают исключительно в Южной и Центральной Америке. Согласно официальной истории, первый контакт между Старым и Новым Светом произошел только в 1492 году, когда Христофор Колумб достиг берегов Багамских островов, то есть между смертью жрицы и открытием Америки зазор в 2500 лет. Скандал в научном мире был неописуемый. Балабанову обвинили в некомпетентности, в том, что мумии были поддельными или что они подверглись современному загрязнению от курящих археологов. Но Светлана Балабанова была профессионалом высшего класса. Она провела тесты еще на сотнях образцов мумий из разных музеев Европы. И результат подтвердился. Почти в трети всех исследованных египетских мумий присутствовал никотин, а во многих – кокаин. Причем концентрация никотина в волосах была такова, что это исключало случайное попадание дыма извне. Вещество было усвоено организмом при жизни. Почему этот факт так важен для нашей темы о мумиях? Потому что он связывает воедино берега Нила и побережье Атакамы, где жили люди Чинчорро. Если египтяне имели доступ к американским растениям, это означает существование трансокеанских торговых путей в глубочайшей древности. А если существовали пути для товаров, значит существовали пути и для знаний. Теперь посмотрите на это под другим углом. Мы находим сложнейшие мумии в Чили возрастом 9000 лет. Мы находим мумии в Ливии возрастом 5500 лет, и мы видим, что египтяне, прямые наследники этих технологий, используют вещества, родина которых находится там же, где лежат самые древние мумии на планете. Это не независимое развитие в разных уголках Земли. Это признаки существования глобальной информационной сети, или, если хотите, единой процивилизации, которая владела технологиями мореплавания и медицины задолго до того, как мы научились строить кирпичные города. Официальная наука предпочла замести под ковер исследования Балабановой. Ученые заявили, что, возможно, в Африке существовали свои виды табака, которые потом вымерли, хотя никаких ботанических следов таких растений не найдено. Это классический пример того, как теория защищает себя от фактов, которые не может объяснить.
Ведь если признать правоту Балабановой, придется признать, что история мореплавания и культурного обмена должна быть удлинена на тысячи лет. Но и это еще не все. Третий независимый доказ скрывается в самой технике бальзамирования, которую находили в совершенно неожиданных местах, например, на Канарских островах. У аборигенов гуанчей, которые жили в полной изоляции до прихода европейцев, существовала традиция мумификации, практически идентичная египетской и южноамериканской. Они использовали те же разрезы, те же способы извлечения органов и те же растительные смолы. Откуда у жителей затерянных в океане островов взялись эти знания? Когда мы соединяем точки, возраст Чинчорро, химию Балабановой и традиции гуанчей, перед нами встает картина, в которой мумификация не была случайным капризом жрецов. Это была фундаментальная технология древнего человечества, направленная на сохранение биологической информации. И чем больше мы узнаем, тем отчетливее понимаем, за этими куклами из глины и плоти стоит нечто гораздо большее, чем просто страх перед смертью. Об этом факте не принято говорить громко, потому что он заставляет нас задать самый пугающий вопрос. Если люди 9000 лет назад были способны на такие технологические свершения, то кто они были на самом деле, и что еще они знали о человеческом теле, чего не знаем мы сегодня? И вот здесь мы подходим к кульминации нашего расследования. Пришло время собрать все эти фрагменты пазла в одну общую грандиозную картину. Теперь давайте попробуем собрать воедино все эти разрозненные фрагменты, которые мы обнаружили в разных частях света. Мы увидели мумии Чинчорро в Чили, возраст которых перевалил за 9000 лет. Мы увидели черную мумию из ливийской Сахары, которая старше египетских пирамид на 1500 лет. Мы узнали о копченых телах в Португалии и загадочных находках в Неваде. И, наконец, мы столкнулись с необъяснимым присутствием американских растений в тканях египетских фараонов. Что все это значит? Если мы отбросим предубеждения и перестанем слепо верить в теорию о том, что древний человек был примитивным дикарем, перед нами откроется грандиозная и пугающая картина. Мумификация в каменном веке не была случайным набором ритуалов. Это была глобальная технологическая традиция. Посмотрите на карту мира того времени. 10-12 тысяч лет назад заканчивается ледниковый период. Уровень океана поднимается, затапливая огромные прибрежные территории, где, вероятнее всего, и располагались центры этой древней культуры. Те поселения Чинчорро, что мы нашли, это лишь жалкие остатки того, что когда-то было мощным культурным пластом. Самое поразительное в этих древних мумиях – это даже не их возраст, а их состояние. Исследователи отмечают, что самые ранние мумии Чинчорро, те самые черные мумии, технически гораздо сложнее и совершеннее, чем те, что делали спустя тысячи лет. Это парадокс прогресса. Мы привыкли, что технология со временем улучшается, от телеги к автомобилю, от арифмометра к компьютеру. Но здесь мы видим обратный процесс. В глубокой древности люди владели невероятно сложной методикой полной анатомической реконструкции тела, а спустя 5000 лет их потомки уже просто обмазывали трупы грязью или солью. Это говорит нам об одной очень важной вещи – мумификация. Это не изобретение, к которому человечество шло мелкими шагами. Это наследие. Наследие некой еще более древней, высокоразвитой системы знаний, которая начала угасать и превращаться в пустой ритуал по мере того, как носители этих знаний исчезали в горниле катаклизмов. Зачем им это было нужно? Почему сохранение физической оболочки было важнее строительства домов или накопления золота? Здесь мы вступаем на зыбкую почву догадок, но факты указывают на некую одержимость вечностью. Возможно, для людей той эпохи тело было не просто плотью, а носителем биологической информации. Они верили, что, сохранив структуру скелета, заменив гниющую плоть на консервирующие составы и воссоздав лицо из глины, они обеспечивают человеку путь обратно, в мир живых. И здесь мы должны задать себе самый неудобный вопрос.
Если они могли пересекать океаны, если они знали химию консервантов и анатомию человека на уровне хирургов XIX века, кто еще жил на этой планете вместе с ними? Официальная наука говорит нам о неолитической революции, о переходе к земледелию как о величайшем прорыве. Но глядя на мумии Чинчора, я вижу цивилизацию, которая совершила прорыв в биологии и медицине еще до того, как научилась сеять пшеницу. Мы видим следы единого проекта, похожие разрезы на телах в Африке и Южной Америке, использование охры как антисептика от Европы до Австралии, традиция масок, закрывающих лица мертвых, чтобы сохранить их облик для богов. Это не могло возникнуть одновременно в 10 разных местах само по себе. Это был экспорт идей, экспорт технологий. Мир до потопа, мир до официальной истории был гораздо более связанным, чем мы можем себе представить. И мумии – это единственные свидетели той эпохи, которые дошли до нас не в виде безмолвных камней, а в виде реальных тел людей, которые видели ту древнюю реальность своими глазами. Когда мы смотрим на лицо мумии Чинчорро, покрытое черной марганцевой маской, мы смотрим в глаза цивилизации, которая знала о человеке больше, чем мы готовы признать сегодня. Они не боялись смерти, потому что, кажется, владели технологией победы над тленом. И то, что мы сегодня называем «загадкой мумий», для них было обычной повседневной наукой. Самое печальное, что мы только сейчас начинаем понимать масштаб этой утраты. Мы копаемся в песках, находя крохи их знаний, и пытаемся подогнать их под наши куцые теории. Но истина заключается в том, что история человечества гораздо глубже, сложнее и, возможно, печальнее, чем любой учебник. Мы лишь тени тех, кто когда-то бросил вызов самому времени. Подводя итог нашему сегодняшнему расследованию, мы вынуждены признать, официальная хронология трещит по швам. Мы больше не можем утверждать, что Египет был первопроходцем в искусстве сохранения тел. Десятки находок по всему миру, от чилийских пустынь до европейских пещер, неопровержимо доказывают, что технология бальзамирования существовала за 8, а возможно и за 10 тысяч лет до нашей эры. Но признание этого факта влечет за собой необходимость признать и другое. Если люди каменного века владели столь сложными знаниями, значит, вся наша концепция прогресса ошибочна. Мы не поднимались по лестнице развития с самого низа. Скорее, мы пережили катастрофическое падение и долгий период забвения, после которого пытаемся собрать осколки былого величия. После всего, что вы сегодня услышали, остаются 3 главных вопроса, на которые у современной науки пока нет ответов. Вопрос первый. Как охотники-собиратели, не имевшие письменности и постоянных городов, смогли разработать сложнейший химико-биологический процесс бальзамирования, который требует десятилетий, если не столетий наблюдений и экспериментов? Где находились те лаборатории, в которых оттачивалось это мастерство? Вопрос второй. Почему во всех уголках планеты, от Сахары до Анд, мы видим одни и те же технические приемы? Если контактов между континентами не было, то как объяснить идентичность методов извлечения мозга и использования специфических растительных волокон для укрепления скелета? Не является ли это доказательством существования единого центра знаний, о котором молчат летописи? И вопрос третий. Какова была истинная цель этой глобальной программы мумификации? Было ли это просто религиозным обрядом, или древние мастера преследовали иную, более практическую цель, скрытую в глубоких слоях времени? Может быть, они действительно пытались передать нам, своим далеким потомкам, некое послание, зашифрованное в самой плоти. Мы только прикоснулись к этой тайне. Каждый новый слой песка, снятый археологами в Атакаме или Ливии, приносит больше вопросов, чем ответов. Но одно можно сказать точно. Наши предки были гораздо мудрее, технологичнее и амбициознее, чем мы привыкли думать. И, возможно, самое главное открытие еще впереди, где-то там, в глубине веков, ждет своего часа мумия, которая окончательно разрушит все наши представления о прошлом. История – это не застывший текст в учебнике.
Это живой процесс, который меняется с каждой новой находкой. Сегодня мы с вами увидели, что привычные нам границы времени – это всего лишь условность. Мумии Чинчора и загадочные следы кокаина в египетских гробницах говорят нам, мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мне очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Верите ли вы в существование единой процивилизации, которая распространяла знания по всей планете? Или же вы считаете, что человеческий гений способен совершать одинаковые открытия, независимо друг от друга в разных частях света? Напишите свои мысли в комментариях под этим видео. Я всегда читаю ваши теории, и многие из них становятся темами для моих будущих расследований. Не забудьте поставить лайк, если вам близка тема альтернативной истории и вы цените факты, которые официальная наука предпочитает обходить стороной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее погружение в тайны прошлого. До встречи в лабиринтах истории. И помните, истина всегда где-то рядом, нужно только уметь смотреть.